Война. День 197. Ситуация на фронтах. Восток. Продолжается украинское наступление в Харьковской области, и цели его уже ясны, о чем даже пишут российские военкоры. Дело в том, что вся изюмская группировка снабжается по сути по одной дороге, через Купянск. Причем для перерезания пути снабжения ЗСУ достаточно достичь окраин города, и судя по всему, большая часть пути к городу уже пройдена. Движение украинской армии в сутки достигает 20-30 километров, что можно считать блицкригом. В первые сутки наступления был освобожден Волхов-Яр и перерезана трасса М-03 и Т-2110. На вторые сутки стало известно о достижении Шевченкова. По некоторым данным ЗСУ зашли в поселок, по другим обогнули и продолжили движение на Купянск, и это по состоянию на ночь. Этим маневром ЗСУ создали оперативное окружение группировки российских войск западнее, в частности в Чкаловском. Как результат, в сети уже полно видео с десятками пленных. Южнее Балаклея пока еще остается под контролем российских войск. Гарнизон блокирован, но штурма города не происходит. По некоторым данным, ЗСУ обошли Балаклею и двинулись на Изюм. Сообщается о освобождении Новой Гусаровки и БРК, что свидетельствует о полной ликвидации российского плацдарма на правом берегу Северского Донца. Отступая, русские взорвали мост через реку. Южнее Изюма россияне панически сообщают о атаке со стороны долины в направлении Оскола, и их тревога весьма оправдана, ведь в случае успеха на этом направлении вся изюмская группировка окажется в котле. На севере ЗСУ перерезают снабжение с Купянска, на юге отсекают путь отхода через Оскол, а Оскольское водохранилище служит естественной преградой. Пока непонятно, удастся ли украинским войскам достичь этих целей, но прогресс за прошедшие сутки уже внушительный. Освобождено много территорий, уничтожена и захвачена техника, а также пленены российские солдаты. Примечательно, что наступление ЗСУ также происходит и в Донецкой области. Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады форсировали реку Северский Донец в районе Райгородка и освободили старый караван. Ближайший поселок Брусовка, скорее всего, также находится под контролем Украины. Также под Северском частям 80-й десантно-штурмовой бригады удалось оттеснить российские войска от Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Интенсивность боев в районе Солидара и Бахмута снизилась. Быть может, россияне перебрасывают войска отсюда на Изюм для сдерживания украинской атаки. Дальше бои и обстрелы вдоль всей линии фронта, в том числе на южном фланге, где россияне накапливают силы, но никаких продвижений не произошло. Юг. После выведения из строя Антоновского моста регулярным ударом стали подвергаться российские паромные переправы, что еще больше усложнило сообщение с правым берегом. Также полностью разрушен мост через шлюз на Каховской ГЭС. Правда, ввиду небольшого пролета его можно восстановить. Украинское наступление в Херсонской области продолжается, но стремительных прорывов, как на востоке, не наблюдается. Войска проходят несколько километров в день, освобождая по пути небольшие села. Наиболее активные бои идут в районе Давыдова Брода. Россияне регулярно наносят удары по украинским понтонным переправам через Ингулец. Тем не менее, продвижение войск тут тоже происходит. Спасибо за просмотр, не забывайте писать адекватные комментарии, поддерживать видео лайками, подпиской, колокольчиком. Также огромное всем спасибо, кто спонсирует этот канал.